Так, Камора туда, а это что за дорога? Я не помню, там кто-то еще стоит вон. О, интересно, смотрите. Это ведь легитимное такое ответвление. Что тут у вас произошло? Ну, просто водоем, да? Ничего же не скрыто. Ого, ничего не скрыто. Леди и джентльмены, приветствую, с вами Сэр Холмс, продолжаю Tomb Raider Rebuild Morrowind, нахожусь в глуши, практически абсолютно, за исключением того, что здесь есть поселение шахтеров Тавел, с которым я закончил, по сути, уже, и передо мной встал вопрос, куда же двинуться дальше, черт, алиты водятся здесь, в этой глуши, не очень приятные товарищи. И... Блин, залез в заразного. Я пока еще не решил точно, куда пойду, но есть варианты. Я вообще хотел в Акамору наведаться. Кстати, вы знаете, это... Наверное, будет рациональным вариантом, учитывая, что я прям вот так вот взял и вышел на особняк Тамарил. Я думал, тут будет сложнее дойти по этой всей изломанной, так сказать, местности. А это уже, по сути, предместье Акаморы. По крайней мере, я знаю дорогу от особняка Тамарил до Акаморы. Да, от Акаморы у меня был план двигаться на юг в поисках святилища некого. Да, вообще напоминаю, что я двигаюсь в целом на север. В земли Тилвани, которые я еще ни разу не посещал. На повестке дня Хелним. Или не Хелним, я уже не помню. Ну, в общем, отнести по поручению Акаморской гильдии магов записку, письмо с извинениями, да, тилванскому мастеру. Я не помню точно, где он живет. Вот, и тут заодно пара мест для паломничеств. Вот еще Некром остается, но не знаю, загляну я в этот раз в него или нет. Так-то относительно недалеко сейчас я нахожусь от него. Пока точно не могу сказать. Посмотрим, как пойдет, в общем. Вот пока что буду более приземленным, так сказать. Я... По сути, все еще в глуши, и надо из этой глуши выбраться. И мне хочется немного ее поисследовать поподробнее. Туман, конечно, не благоволит в этом деле мне. У меня складывается впечатление, что вот по этим дорогам я ходил когда-то раньше. Да, учитывая, что здесь все открыто у меня. Да. Ну, может быть, где-то там я лазил. Знаете, такое ощущение, что тут что-то есть. А я, органянин зажиточный, могу себе позволить это проверить. Чуть полетать. Вполне себе. Главное следить за зарядом кольца, хотя он у меня еще никогда не кончался на моей памяти. Угу, это уже священные земли. Ладно. Хватило аж одного зелья, чтобы тут все разведать. Не особо интересно. Поэтому двину в Акамору. Кстати, Акамора прекрасна еще тем, что там можно будет продать лишнее. Туман рассеивается, что тоже не может не радовать.
В особняке Тамарил мне ловить особо нечего. Хотя, знаете... забавно, я к ним тут по ручейку такой прилез. Возможно, загляну в гости, да, пожалуй, загляну. У них там, насколько я помню, такие приятные, обширные очень библиотеки. Да? Не то что библиотеки, а книжные полки. Мне хочется на них взглянуть. Да, здравствуй, здравствуй. Гаджавр, можешь меня записать снова как посетителя. Мне тут у вас приглянулось. Вот, давайте-ка я тут посмотрю, если что интересного. Может быть, даже что-нибудь зачитаю. Если нет, просто двинем дальше. Да, действительно, нашлось кое-что, что меня заинтересовало. Вот эта баллада о сером соколе. А у вас справа вверху будет подсказочка на аудиоверсию моей этой книжки. Вот, рекомендую. Забавная довольно. И... ну, хотел сказать, что... представляет интерес из-за того, что она была найдена во вторую эру, но действительно, как и говорил автор, она такая вне времени. Вот, и эта книжка исключительно Тамрель ребилдовская. Вот прям Тамрель ребилдовская. Это даже не Тамрель датовская или Project Тамрелевская, именно Тамрель ребилдовская, потому что в Скайриме, Доме Нордов ее, например, не найдешь. Может быть, где-то и можно там, может, у торговцев случайно спаунятся подобные штуки, но... где-то выложенное в интерьерах точно это не встретится. Вот, ну и да, теперь я отправлюсь в Акамору. Так, кстати, перевод этой книжки был сделан командой Tamriel Rebuild. Ой, Tamriel Rebuild, говорю. Morrowind Full Rest Repack. Файл с книжками, переведенными, мне предоставил сам Эл. За что ему спасибо. Конечно же, огромное. Вот, я и сам на самом-то деле в какой-то степени отношусь к команде Full Rest, хоть и неофициально, в принципе, там все неофициально. В качестве переводчика как раз-таки литературы Tamriel, Project Tamriel, но в последнее время не нахожу на это времени особо, к сожалению. Вот, но может быть найду в будущем. Вот, например, сейчас, когда я выбирал книжку, у меня логика была такая, что ну, вот сейчас, что меня заинтересует, то и зачитаю, независимо от того, есть перевод или нет. Если нет, сам сделаю. Заинтересовала вот эта легенда о сером соколе, и повезло, перевод был уже. Так, а там что за... Так, Акамора туда, а это что за дорога? Я не помню, там кто-то еще стоит вон. О, интересно, смотрите. Это ведь легитимное такое ответвление. Ну ты смотри, что. Это разбойник, маг-разбойник. Прям посередине моста и погиб. Это эффекты этого заклинаний такие. Азмодел. Отравленный меч. Записка Тилвани. Что пишут? Ничего себе. Ладно, давайте. Немножко потраченности. Указание с советником Тилвани. Чтобы достичь архимагистра, пройдите по... Да, до его места жительства в порте Тилванис. Чтобы достичь дома мастера Митраса, пропутешествуйте в Тель-Араньон и спросите местных, где находится его дом.
Слушай, это так-то может быть полезно даже. Может быть, я тут даже найду того, который мне нужен по квесту? Ну, вроде нет. Ну, ладно. Чтобы добраться до госпожи Ратры, пропутешествуйте в башню Тель-Уада. Чтобы добраться до госпожи Фаруны, посетите Тель-Орен. Но будьте осторожны, она очень темпераментна. Чтобы добраться до мастера Верина, пройдите или проедьте к башне, расположенной в Альт-Басаре. И, наконец, чтобы добраться до госпожи Элдейл, пропутешествуйте в Га-Садрит. Это, наверное, где-то рядом с Садрит Морой, да? Если вам не удастся найти ее резиденцию, поспрашивайте у местных тоже. Как только у вас будет подтверждение, что эти граждане откликнутся на наш зов или отвергнут его, возвращайтесь ко мне для дальнейших инструкций. Слушайте, интересно. Очень интересно. Возможно, это не какая-то общая инструкция. Возможно, она была выдана какой-то узкой группе лиц, советником Тилвани. Вот сюда еще можно заглянуть будет. Ну, прямо интересно, тут интересно. Такие проходы еще в скалах. Прям так и хочется везде пройтись. Так, а здесь развилка, по сути-то. Ты чё, крысятина? А чё это? Подожди. А, нет, все нормально. Я думаю, уже сломалось заклинание у меня. Как будто я его пытался на себя сделать, а не на цель. Так, ну я уже начинаю сомневаться, что меня это куда-то приведет. Просто какой-то мост в глуши был навесной. О нет, о нет. Вот эта дорога на Акамору должна быть. Да. Ладно, вернусь немножко назад. Слушайте, как интересно тут разработчики сделали вот эти проходы всякие в скалах. Это мне напоминает более такие рельсовые игры прямолинейные, где нет открытого мира и просто проходишь локацию за локацией. И вот такие ответвления куда-то, они очень явно бросаются в глаза. И что тут у вас произошло? Хефида. Фейфолкен. Кожа скампов, соли пустоты. Чё так много кожи скампов у тебя? Conjuration прокачал. Блин, довольно... довольно-таки есть что почитать, судя по всему, в Фейфолкене этом.
Когда-нибудь и до него доберемся, наверное. Ай! Нет! Хочу немного осмотреть тут окрестности, прежде чем лезть в пещеру. Никс кончи. Ты смотри. Вернулась. Последняя стрела, кстати, ушла. У меня лук в очень плохом состоянии. Это что, указатель? Наверное, похож на указатель. Куда я пришел вообще? А, я все это время двигался на запад. Угу. То есть на юг от меня уже, кстати, примерно как раз те места, которые я хотел посетить в плане паломничества. Но я туда не стремлюсь, я думаю, я это как-то другими путями сделаю. Дойду до туда. Ну, еще, конечно, здесь посмотрю, что кого. А, ну тут можно легитимно спуститься. Угу. Действительно. Камора. Окружная дорога. Ага. Интересненько. Блин, классно, так много всего скрыто здесь. Вот сюда я, пожалуй, слажу перед тем, как в пещеру лезть еще. Понимаю, что тут можно легитимно дойти обратно. Ну, легитимно, я имею в виду, наверное, поняли, на всякий случай. Повторюсь, что без использования левитации. И прочих подобных штук, типа заклинаний якоря и возврата. Ну, просто водоем, да? Ничего же не скрыто. Ого, ничего не скрыто. Так. Что-то какие-то у меня есть же барьеры тут. Хочу как-то пробафаться. Нападение неинтересно. Я помню, что у меня вроде был какой-то там. Я, кстати, ни разу, по-моему, еще не пользовался вот этими вот штуками. Не знаю, кольцо вора, что ли, использую. Че, будем драться? Да, будем. Ну, умри. Не успел ты сделать то, что ты там хотел сделать, да? Вообще, кто такой дядя? Ты дрил Драрен. Хороший меч. О, орочи, смотри. Орочи я возьму. Кстати, что у меня? Не пора ли качать потихоньку? Не пора. Легкая броня у меня еще плохо прокачана.
Ну или, блин. Это Жора сейчас... Так, подожди. Дай-ка я надену шлем покрасивее. И амулет поболее подходящий. Средняя броня, рейтинг. Ну-ка, если я переодену. Я так выгляжу даже опаснее, смотрите. Давайте попробую побегать с таким гиром. Ах, черт, как тут узко-то, ребята. Как вы пролазили здесь? Я вот не могу. Ну, серьезно. Ладно, не буду мучить себя. Напомню себе, что это Моровинд. Что, никто не будет нападать на меня, что ли? Очень интересно. Надо сохраниться. Кто это? Hindsight. Журнал обновлен. Только LMC видит чистые намерения. Остальные должны скрапкаться. И с вершины посмотреть, почему они не видят сути. Что-то такое. Я случайно нашел вот это вот совершенно. То есть мне сюда и надо было. Очуметь. Очуметь. Вот это приятно сейчас было очень. Я-то думал, тут сейчас будет какая-то статуя Даэдра, знаете? Нет, это... Делин, да? Еще и учитывая, что тут черепа валяются и... Не, ну вообще понятно, этот негодяй нападал на пилигримов. Но этот пилигрим оказался ему не по зубам, да? Слушайте, но... Это, считайте, первый квест храма, это даже еще не квест, мне уже нравится. Нормально. Так, у нас уже темнеет. И вы знаете, я бы, наверное, не прочь вот эти места подробнее поисследовать, когда я еще тут буду. Хотя такое впечатление, что я тут был уже. А, крыса! Да, чтоб тебя, а? Это самое дамажное копье в мире, и крысу... Хотя ладно, я тюкнул с одного раза, но... Вы видали, некоторых не с одного. Тюкаю. Злые крысы в свитках. А, это яичная шахта, да. У меня было указание, что от нее там иди куда-то, туда-то. Кстати, я вспомнил мысль Дениса, что... Интересно. Велика ли душа матки Квама? Ну, тут, наверное, судя по вот этому вот, матки Квама не осталось уже в этой шахте. Конечно, приятный, естественный водоем, но... Вообще, подумал я сейчас насчет шахт яичных вот этих всех. Они же, наверное, изначально пещеры просто, где Квама живут, да? Там у них королева, все такое. А потом люди и меры обнаруживают это жилище Квама.
Вот, и его... Обживают, в общем. Выглядит все совершенно опустошенным. Костры горят, но трупы при этом старые. Гоблинский меч. Вообще это все очень странно, я должен сказать. Такое впечатление, что в этой пещере должны быть гоблины, но их почему-то нет. Да, давай все сюда. Меня это беспокоит немного. Вообще очень похоже на работу гоблинов, действительно. Оставить трупы вот так валяться. Возможно, объесть с них мясо. Вот, и как попало в этом всем беспорядке жить, поживать и добра наживать, так сказать. Вы знаете, я вспомнил, что я же встречался с гоблинами уже. В каких-то подземельях обширных. О, а тут я, пожалуй, заночую. Но сначала, конечно же, исследую все. Да, это те подземелья, где я искал контрабанду, во-первых, из которых, во-вторых, можно было в арткос пройти. Так, туда я пока не пойду сначала, вот сюда. Пополним запас отмычек, чего бы нет. Вот, и там реально были гоблины. Живые прям, которые на меня нападали, с которыми я дрался. И там вроде бы Да что такое? Залутал такой же меч гоблинский, с ним какое-то время ходил. У него характеристики, блин, практически такие же, как у клинка Мораэлина. Читерство. Мне кажется, разработчики не заморачивались, когда делали трибунал с этими гоблинами. Сделали им оружие, у которого, блин, там вы сами видели, что характеристики одинаковые, там, неважно от типа удара. Прекрасно. Амулет могильного стража. Какое зловещее место. Пустое. Вы знаете, то, что оно пустое, делает его еще более зловещим, чем если бы тут были гоблины. Ну, представим, что они ушли просто. Подземная река. Блин, она все глубже и глубже уходит. Че, плавать, да? Может, хоть пару дрелгов найду. Ну вот, я сбросил гир и готов нырять. А еще я забыл сам себя поздравить с тем, что это уже 200-я серия Моровинда, ребята. С ума сойти, как долго я это все делаю. С 2017 года уже скоро 5 лет будет. Подумать только. Ну, там, конечно, были длительные перерывы, но все равно.
Не, бывают, конечно, длительные летсплеи. Я видел их. Но вот, например, один из каналов, за которым я посматриваю, как он, Gamer Instinct, это бывший игровой канал Хебрина. На моих глазах он прошел Morrowind там за несколько месяцев. У него получилось 132 серии. И при этом он считает себя и позиционирует, и, в общем-то, многие с ним согласны из его зрителей, как один из самых дотошных летсплейщиков, один из самых подробных прохождений. И я думаю, как тогда назвать мои прохождения? Что скажете? И при этом у него был там Raider Rebuild тоже, он играл на Morrowind Full Rest Repack, но туда он решил не лезть. Так, по поводу того, что я взял с собой, как обычно, это вот эта вот отмычка, вот этот вот щуп, нет, даже вот этот вот щуп. Этого щупа мне хватить должно. Одно зелье восстановления здоровья, один свиток перышка и все, в общем-то. Тут все, что на мне. Так что давай отмычку в лапы и вскрываем эту штуку. А здесь у нас эбонитовая булава. Неплохо. Давай сюда, потащили. С эбонитовой булавой, конечно, непросто, но... Крепить удачу. Из доверческой шкуры? Как это выглядит еще раз? Тихо, тихо. Перчатка из доверческой шкуры. Ничего себе. Да куда там она делась-то? Да что ты? Симпатично. Окей, пойдет. Так вот, значит, у Хебрина был там ребилд, но он, по-моему, в него даже не совался. По сути, прошел основной сюжет. Ну, в принципе, я его могу понять, у него довольно... Ну, по сравнению со мной разогнанные каналы. Такие... Ну, постоянно хотя бы несколько игр у него одновременно проходятся. И... довольно часто они сменяют одна другую. Видимо, публика привыкла к динамике, застой не допускается, либо сам автор. Поэтому приходится жертвовать... А, черт! Жертвовать дотошностью в угоду разнообразию. Но, в принципе, это тоже хорошо, потому как я порой парюсь, что... Я стал жертвой одной игры, по сути, знаете, еще и добровольно. Но с другой стороны... Я уже к Morrowind'у привык, Morrowind привык ко мне, и вы тоже к нам с Morrowind'ом привыкли, я полагаю. Так, потом, наверное, туда пока действует заклинание. Так, а что, кстати? Не нужно мне это. Откуда вы приплыли-то такие твари? Засада? Рыбы засаду устроили? Вот, и продолжая тему, я бы расстроился, если бы пришлось бросить Morrowind по той или иной причине, причем именно вот такое дотошное прохождение.
Так что как уж начал, как делал, так и буду делать. Сколько я всего прокачал тут. Бездоспешный бой, атлетика, изменения. Так, ну тут ничего кроме этих жемчугов интересного не было. В принципе, вот еще сюда можно, да, попуть. Чудесно, что тут есть карманы такие. Все не нарадуюсь, что одна из зрительниц, Мария, мне раскрыла глаза на то, что под водой удобнее пользоваться светом, а не кошачьими глазами. Реально лучше видно. Так. Все тут, да? Можно вылезать. Давай. Ну, кто тут есть? Я пришел. Ну ладно, у меня большие надежды на этот сундук. Опа. Додрический посох. Вау. Неплохо, неплохо. Мне, честно говоря, такие штуки уже не очень интересны как-то. Я и так богатый. Они, по сути, только на продажу и есть. Единственное, что бы меня заинтересовало, это какие-то артефакты, вот реально, с постоянным эффектом, мощное оружие какое-то, хотя что-то мощнее клинка Морайлина, по крайней мере, в коротких клинках я, наверное, вряд ли найду уже. Ну да, наверное, какие-то, может, по сюжету, по ванильному штуки великие найдутся, но... Вы уж не спойлерите. Найдутся, так найдутся. Ну, кстати, классная вообще пещера. Я рад. Ну, это, кстати, все еще яичная шахта, по сути. Просто я добрался до ее необжитых, так сказать, отделов. Так, я, наверное, все не унесу теперь, да? Пора избавляться от орочьих штук. Или от двемерских штук. Да, очевидно, лучше от двемерских штук избавляться. Так. О. Ну, кстати сказать... Стеклянная все равно лучше, чем Дейдрит. Блин. Вы знаете, немного взял в привычку опять с себя снимать штаны. Прям как... В начале, в самом прохождении. Я нечаянно. Так. Вот рубашка. Ну что же, неплохо, неплохо тут было. Подземная река. Все исследовано. Чудесно. Так, да, и у нас ночь надо прихватизировать тут гамак. Кстати, довольно резкий звук воды в этой игре. С тем парнем я не хочу спать. С
скелетным. Поищу этот гамак еще. Вон он. Такое облегчение, когда звуки воды утихают. Так, подожди, не то. До левелапа недалеко. В идеале покачать бы какие-нибудь навыки такие интересные. Не основные. Все, 7 утра, в дорогу. А, почему до сих пор действует? Смотрите, мне это святилище дало ночное зрение. Не сильное, конечно. С моим не сравнится, но приятно все равно. Вот, ну, как бы то ни было, давайте заканчивать на этом уже. Хороший повод сейчас закруглиться. А дальше пойдем изучать либо эту местность, либо куда-то еще, может. Я решу наведаться уже в следующем эпизоде. Вот этот получился довольно продуктивным, да. Несколько локаций исследовано, довольно все интересно было. По квесту продвинулся, нашел тут штук всяких на продажу. Да, можно и заканчивать. Ладно, спасибо вам за просмотры, за лайки, подписки и так далее. С вами был Сэр Холмс, Morrowind, Tomb Raider Rebuild. Пока-пока.